Сегодня делюсь опытом замены топливного фильтра. Топливный фильтр необходимо менять раз в 50 тысяч, в зависимости от качества бензина. Для этого нам необходимо опрокинуть вот эти сидушки в ровный пол. Для этого необходимо потянуть за этот трос, приподнять сиденье и опрокинуть его. Ну, теперь нам необходимо выкрутить 4 болта крепления, разрезать обшивку, если она у вас не разрезана. У меня она разрезана вот так вот. Мне так удобно опрокинуть ее, сразу же закрепить, чтобы она не болталась, вот как у меня в моем случае. Она мне больше мешать не будет. Ну а сейчас приступим непосредственно к раскрутке лючка бензобака и креплений ремней безопасности. Сначала мы будем раскручивать крепление ремней безопасности. Для того, чтобы крепление ремней безопасности нам не мешало, его мы подвесим вот таким вот образом. Теперь можно раскручивать крышку топливного бака. Теперь подковыриваем крышку и снимаем ее. Убираем ее в сторону, кладем. Теперь нам необходимо отсоединить силовой провод. Убираем его в сторону, желательно вот туда вот спрятать под корпус, чтобы нам не мешал. Отсоединяем трубопровод. Необходимо нажать на шланг и отвести в сторону. Тоже его убираем в сторону, чтобы он нам не мешал. Теперь нам необходимо вот это вот пространство все обработать от пыли. Желательно пройтись сначала кисточкой, а потом пылесосом, чтобы пыль, грязь не попала в бак. Сейчас мы будем это делать. Вот видите, сколько пыли. Теперь нам необходимо снять вот это стопорное кольцо. Для того, чтобы его снять, необходимо поставить упор вот сюда и ударить молотком. Снимаем кольцо, убираем его в сторону. Все. Теперь нам необходимо приподнять топливный фильтр. Обращаю внимание, когда будем снимать топливный фильтр, необходимо будет прочистить вот эти вот места, где резиночка. Дальше мы будем
стравливать давление в системе. Сейчас я покажу, что необходимо сделать. Открываем капот, снимаем декоративную накладку, снимаем защиту блока предохранителей и вынимаем два реле бензонасосов. Вот это вот сбоку в сторону убираем, и вот это вот сверху. Теперь заводим машину. И дадим ей поработать до того момента, чтобы она заглохла. Все. Кончилось давление. Можно снимать и разбирать топливный фильтр. Если, соответственно, вы этого не сделаете, будет фонтан из бензина уже в салоне. Теперь можно снимать топливный фильтр. Отстегиваем силовые провода на датчик уровня топлива и сам бензонасос. Отстегиваем патрубки. Патрубки отстегнули. Дайте бензину вытечь с топливного фильтра. До конца. Единственное, у нас один патрубок прикручен. Для того, чтобы нам его отсоединить, необходимо поднимать соседний лючок, раскручивать. Но мы этого делать не будем в целях экономии времени. Да и заменить проще в самой машине. Ничего сложного тут нету. Теперь нам необходимо выкрутить вот эти вот болты, все по периметру. Сейчас мы их выкрутим. Сейчас будем разъединять топливный фильтр. Так, соединили, разъединили. Так, вот он. Так, обратите внимание на то, что на плохих, некачественных бензонасосах вот здесь, вот здесь, вот в этих местах будет выработка. Стружка будет из меди. У меня стоят хорошие бензонасосы. Видите? Сейчас немного приближу, сфокусирую. Видите? Стружки нету. Нигде. Ни в одном уголке нету. Это хорошие бензонасосы. Они не будут забивать вашу топливную систему стружкой. Ну, теперь посмотрим на сам топливный фильтр. Вот топливный фильтр рекомендую вам брать вот этой маркировки SC7063P. Если возьмете без буквы P, то вот это вот кольцо будет толще. Вы его не поставите, не соберете флянец топливного фильтра. Обращаю внимание на вот этот вот номер. Сейчас посмотрим сам топливный фильтр. Так, а вот он уже черненький. Видите просветы? Его необходимо уже менять. Он уже подзабился. Проездил я на нем ориентировочно
40 тысяч. Плохой, некачественный бензин. Ну, будем менять. Сейчас вам дальше покажу. Вот. Хотел бы обратить внимание на состояние колбы. Вот видите, тоже никакой стружки внутри колбы нету. А стружка образуется в результате работы трещоток по валу топливного насоса. Мы сняли уплотнительное кольцо. Вот, необходимо, видите, вот, от такой вот грязи, вот, мелкого песка прочистить. Сейчас мы будем прочищать. Я рекомендую вам вот так вот сделать тряпочку и кисточкой сверху пробежаться по кругу и собрать всю грязь. Вот новый топливный фильтр. Сейчас мы его достанем. Такая же маркировка, вы видите. В комплекте идет новое уплотнительное кольцо. Вот его мы и будем ставить. Поставил я топливный фильтр. Обращаю внимание на то, что уплотнительное кольцо необходимо одевать на колбу, а потом уже колбу совмещать. Но смотреть за этим уплотнительным кольцом, чтобы оно стало вровень. Сейчас мы будем это делать. Если вы не поставите уплотнительное кольцо ровно, то будет сифонить. Бензин будет пропускать. Будет падать давление в топливной системе. Именно из-за вашей ошибки. Прижатием двух частей мы совместили корпус топливного фильтра. Сейчас будем продолжать установку. Дальше. Обращаю внимание на то, что вот здесь на стыках, когда будете скручивать топливный фильтр, должно быть ровное прижатие. Соответственно, вы прижатие регулируете болтами. Где необходимо больше прижать, там и первым закручиваете болт. И так постепенно. Теперь нам необходимо подсоединить патрубки. Вот, мы подсоединили патрубки и подсоединили все необходимые провода. Теперь нам необходимо его чуть-чуть притопить и достать силовой провод и его подсоединить. Сейчас мы будем проверять, пропускает ли наш топливный фильтр или нет. Для этого нам необходимо поставить наше реле на место. И завести машину. Машина завелась. Теперь мы смотрим работоспособность топливного фильтра по корпусу. По корпусу мы должны посмотреть, пропускает ли он или нет. Вот я достал вам топливный фильтр. Здесь вот мы смотрим по всему контуру.
чтобы он не пропускал. И мы должны убедиться в этом, что он не пропускает нигде. Вот, кстати, видно, точнее сейчас слышно, но сейчас вот видно, как работают топливные насосы. Сейчас я посмотрю по всему контуру, а потом будем уже собирать дальше. Я проверил, топливный фильтр у нас нигде не сифонит, не пропускает. Можно теперь собирать блок предохранителей и закрывать капот. Итак, блок предохранителей собран, декоративная накладка на месте. Пойдем дальше. Снимаем силовой провод, убираем его в сторону, ставим на место топливный фильтр, одеваем стопорное кольцо, и теперь упором вот сюда мы должны его чуть-чуть зажать. После того, как мы закрепили стопорное кольцо, одеваем силовой провод и крепим шланг. Теперь можно крепить заглушку. Закручиваем ее. И собирать дальше всю машину до конца. Если для вас это видео было познавательным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.